В маленьком городке, где утро начиналось с запаха свежего хлеба, в пекарню вошел мужчина по имени Дэвид. Он держал в руках смятый листок с детским рисунком. На нем была нарисована девочка в короне и огромный торт с надписью «С днем рождения, папа и я». Это была мечта его дочери Лили — отметить день рождения вместе, как настоящая семья, несмотря на то, что мама давно ушла, оставив их вдвоем. Дэвид работал на 2 работах — грузчиком и уборщиком по вечерам. У него почти не оставалось сил, но сегодня он хотел подарить дочери хотя бы немного счастья. Он выбрал небольшой торт с кремовыми цветами и нежно-розовой глазурью, заказал надпись и, улыбаясь, достал кошелек. Когда кассир озвучила сумму, улыбка исчезла. На карточке не хватало нескольких долларов. Он пересчитал наличные, попытался отложить украшения, но сумма все равно превышала его возможности. Несколько секунд он стоял неподвижно, будто не мог поверить. Потом тихо попросил отменить заказ. За ним в очереди стоял высокий мужчина в дорогом костюме. Это был Эндрю Хейс, генеральный директор сети пекарен. Он приехал без охраны, чтобы лично оценить работу персонала, но увидел не цифры и отчеты, а человека, которому жизнь оставила лишь надежду. Когда Дэвид опустил голову и направился к выходу, Эндрю шагнул вперед. Он оплатил заказ, но на этом не остановился. Через несколько часов к дому Дэвида подъехал фургон пекарни, украшенный воздушными шарами. Вместо обычного торта на столе стоял многоярусный десерт с фигурками Лили и ее отца. Вокруг подарки, музыка и улыбающиеся сотрудники, пришедшие по собственной инициативе. Лили визжала от счастья, а Дэвид не мог сдержать слез. Он стоял, прижимая дочь к себе, и впервые за долгое время чувствовал, что мир не так уж жесток. Эндрю наблюдал издалека, не желая вмешиваться. Для него это был не жест ради рекламы и не благотворительность, просто момент, когда сердце оказалось сильнее логики. В тот день никто не остался равнодушным. Работники пекарни рассказывали потом, что это был самый теплый день за все время их работы. А Дэвид долго хранил тот самый листок с рисунком, на котором теперь добавилось одно новое слово — «спасибо». Иногда одно доброе решение действительно способно превратить боль в чудо.